Всем привет! 1890 год. Первое слово. Хорошо ли я прожил до нынешнего дня? Плохо ли? Но пройдено немало. Всего было вдоволь в этой жизни. И споров, и тягостных пересудов, и борьбы, и недостойных ссор. Но вот, когда уже виден конец пути, когда обессилел и устал душой, я убеждаюсь в бесплодности своих благих намерений, в суетности и бренности человеческой жизни. И терзает мысль, чему же посвятить остаток дней своих, чем заняться. Попытался облегчить страдания народа. Невозможно, народ неуправляем. На это идет только тот, кому судьбой уготована людская неблагодарность и проклятие. Или молодежь, чье сердце горячо и не изведало еще горечи поражений. Меня же, знающего эту истину, сохрани Аллах от искушения. Может быть, умножать стада? Не хочу, пусть дети, если им надобно, разводят скот сами. Было бы грешно тратить последние силы на то, чтобы облегчить существование воров, лиходеев и попрошаек, которые непременно слетятся на чужое добро. Постигать науки и дальше? Не получается. Некому передать свои знания, как и не у кого взять их. Что толку сидеть в безлюдной пустыне, разложив дорогой товар и держа в руке аршин, когда не с кем поделиться своим горем или радостью? То и сама наука оборачивается тягостью, быстрее старит человека. А может, посвятить себя служению вере? Не выходит. Для веры прежде всего нужен покой. Откуда взяться благочестию, когда ни в чувствах моих, ни в повседневной жизни нет успокоения, и в помине? Эта земля не терпит богомольцев. Заняться воспитанием детей? Не могу. Воспитывал бы, если б знал, как и чему их учить, и нужно ли это вообще народу, который я вижу сегодня. Не представляю будущего детей достойного применения их образованию и силам, потому не мыслю и пути воспитания. Наконец решил, возьму в спутнике бумагу и чернила и стану записывать все свои мысли. Может быть, кому-то придется по душе какое-нибудь мое слово, и он перепишет его для себя, или просто запомнит. А если нет, мои слова, как говорится, останутся при мне. На этом я остановился, и нет у меня иного занятия, чем письмо. 1890 год. Второе слово. В детстве я не раз слышал о том, как казахи смеялись над таджиками. Ах, вы широкополые, с неприятной трескотней вместо человеческой речи. Вы тащите охапку камыша издалека, чтобы покрыть крышу. Ночью принимаете куст за врага, на глазах лебезите, а за глаза поносите людей. Трещите без умолку, потому и имя вам Сарт, что означает перестук или треск. Смеялись казахи и над нагаями татарами. Эй, нагаи, боитесь вы верблюда, верхом на коне устаете, отдыхаете, когда идете пешком, все у вас валится из рук. И не нагаи вам имя, а нокаи, несуразные. Поэтому, наверное, только и видишь вокруг солдат – ногай, беглец – ногай, бакалейщик – ногай. Смеялись и над русскими. Рыжеволосые делают все, что им взбредет на ум. Увидев в бескрайней степи юрты, спешат к ним, сломя голову, и верят всему, что им скажут. Просили даже показать узун-кулак, а попробуй увидеть глазами, как о тебе узнали на другом конце степи. Я радостно и гордо смеялся, слушая эти рассказы. «О Аллах!» – думал я в восторге. «Все другие народы, оказывается, плохие, просто прокляты судьбой, а ни один из них не сравнится с моим народом». Теперь я вижу, нет плода, которого бы Сарт не получал, выращивая его умело. Не найти страны, где бы Сарт не побывал, торгуя. Просто нет вещи, которую бы он не смог смастерить. За полезными хлопотами им не досуг выслеживать друг друга, поэтому они и дружнее нас. Раньше ведь сарты и одевали казахов, даже саваны для покойников брали у них, щедро расплачиваясь скотом, который иной отец жалел делиться с родным сыном. Когда же пришли русские, сарты опять же опередили нас.
переняв у русских их ремесла, и несметное богатство, и истинная набожность, и сноровка, и учтивость. Все можно найти у таджиков. Смотрю на ногаев. Они и солдатчину переносят, и бедность выдерживают, и горе терпят, и веру почитают. Умеют трудиться в поте лица, знают, как нажить богатство и как жить в роскоши. Мы гнем спины на их богачей, чтобы прокормить себя, а наших, самых избранных баев, они выгоняют из дома. Наш пол сверкает не для того, чтобы казах наследил на нем грязными сапогами. Они возвысились, потому что подчинили свое время полезному труду и овладению ремеслами. Они тратили его на унизительные распри. О русских же говорить нечего. Мы не то что стоять рядом со знатными не можем, сравниться даже с их прислугой. Куда исчезли наше хвастовство, наша радость, чувство превосходства над другими? Где наш радостный смех? «1890 год. Третье слово. Почему казахи смотрят друг на друга волками? Почему у них нет сопереживания за родичей, нет правдивости? Откуда, когда вошли в их мир праздность и ленность? Великие мудрецы давно заметили, каждый лентяй труслив и безволен. Безвольный же человек всегда труслив и хвастлив. Хвастливый, кроме трусости, еще и глуп, а глупый всегда невежественен и бесчестен. Из бесчестных выходят жадные, неуживчивые и бездарные существа, никому не нужны на свете. Вот так получилось и с нами, и причина этому – отстранение от земледелия, торговли, ремесла и науки. Мы только и думаем, как бы увеличить свои стада и табуны, обеспечить скотом не только себя, но и детей своих. Когда же это удается, стада передаются пастухам, а мы, новоявленные богачи, лишь едим до отвала мяса, досыта пьем кумыс, забавляемся с красавицами, наслаждаемся бегом скакунов. Если зимовки становятся тесными, начинаем торги с соседями или борьбу. В ход идут кляузы, взятки, сила. Пострадавший же теснит другого соседа, или ему уготована судьба изгоя. И однажды черной песнью родилась мысль: пусть народ беднеет все больше, ибо чем больше бедных, тем дешевле их труд, чем больше обездоленных, тем просторнее пастбища и беззащитнее зимовки. Мы мечтаем об обнищании соперников, те хотят, чтобы разорились мы. Со временем зависть вырвалась наружу, вылилась в открытую борьбу. Мы стали враждовать, драться, делиться на различные партии, и чтобы отстоять свои богатства и пастбища, начали грызться за власть и чины. Никто не остался в стороне от этой лихой круговерти. Так скажите мне, разве возможно нам желать добра друг другу? Дети степняков, задавленных несправедливостью, стали смиренными и не оставляют родные края. Чтобы научиться незнакомому ремеслу, не возделывают полей, не стремятся извлечь пользы от торговли. Торгуют разве что лишь собой, переметываясь из одной партии в другую. Воры не переводятся. В благовольном мире им не стало бы житься, но в стране, обремененной раздорами, им хватает покровителей, таких, которым ничего не стоит переступить слово чести. Зато на лучших людей возводятся наветы, против них возбуждаются уголовные дела, подбираются лжесвидетели. И все это делается для того, чтобы преградить путь к власти честным. Оклеветанный и униженный, кто-то из них вынужден обратиться за помощью к сильным мира сего, и тогда степь теряет еще одного честного сына. Более гордому и терпеливому уготован один путь – коротать свои дни в темнице. Волостные правители добиваются своего положения хитростью и коварством и поддерживают неправых, ибо с подобными себе лучше дружить, чем враждовать. Хитрость беспредельна, не определить, кто кого обманет завтра. Не на голом ведь месте родилась кощунственная пословица: выигрывает не дело, а человек. Это означает, суть не в том, что дело твое правое, а в том, чтобы дело вел умелый и ловкий человек. Где первопричина этой беды? На 3 года выбирается волосной.
Первый год пролетает в легких обидах людей, избравших его, во взаимных упреках и заигрываниях. Второй год проходит в борьбе правителя с кандидатом на его место. Третий год тянется в обещания и посулах, либо каждый надеется остаться на месте волосного правителя и на следующий срок. Я вижу, как в этой сутолоке мой народ мельчает с каждым годом и становится все более безнравственным. Тяжело смотреть на него. Мне представляется, что волосных следует избирать из числа людей, получивших образование на русском языке. Если же таковых нет, или по каким-то причинам их не хотят выдвигать, то пусть волосные назначаются уездным начальником или даже самим военным губернатором. Меньше бы стало брожений, а делу польза. Во-первых, у казахов, тяготеющих к государственной службе, появилось бы стремление дать своим детям образование. Во-вторых, волосные были бы свободны от обязательств, взятых на себя всенародно, и отвечали бы за проделанную работу перед высшим начальством. Поскольку волосные назначаются, то наверняка уменьшилось бы число различных проверок, учиняемых сверху, и появилась хоть какая-нибудь надежда, что со временем исчезнут люди, склонные к кляузам и наветам. Мы также убедились не только в бесполезности, но и во вреде существующей практики выборов биев, степных судей, которых положено иметь при каждом из нескольких старшин властей. Институт биев у казахов – особая категория. К тому же, далеко не каждому, кто победил на выборах, дано вершить правосудие. Ведь нами начисто утеряны добрые традиции дедов. Не каждый бий помнит сейчас светлый путь, проторенный Касым ханом, или старые истины, завещанные Есим ханом, или 7 сводов законов, оставленных мудрым Ас-Тауке ханом. В итоге, проводимых им ежедневных советов на культобе, а ведь еще нужно знать, что в их законах устарело, не отвечает духу времени и мешает новой жизни. Где нам найти мудрых биев? Их почти нет. Деды наши, знавшие тайну бытия, говорили: там, где сходятся два бия, рождаются 4 спора. Смысл этих слов заключается в том, что четное количество биев никогда не приводит к единому мнению. Поэтому не стоит увлекаться количеством, а лучше бы из каждой волости избирать по 3 бия, избирать самых достойных на постоянный срок. Тогда замена любого из них явилась бы событием и напоминала о справедливости для остальных. Бии не должны сами решать тяжбы. Конфликтующим сторонам следует выбирать себе по одному защитнику. К ним присоединяется посредник, и эти трое пусть и ведут конкретное дело. В случае, если дело не будет решено, на помощь им приходит один из биев, степных судей, которого выбирают по жребию. Не решились бы таким способом, притом в самый короткий срок, многие споры в нашей жизни. (1890 год. 4 слово). Давно замечено, что смех подобен опьянению. Глупый смех – признак беспечности. От него аж болит голова, как и от болтовни захмелевшего. Беспечность приводит к разорению, оскуднению ума и неблагородным подступкам. Думаю, люди, которые предаются глупому смеху, бывают одинаково нечестны и на этом, и на том свете. К достатку и духовному возвышению ведут разум и собранность, а люди, обладающие этими качествами, как правило, иного склада. Это, конечно, не означает, что нужно всегда быть печальным, предаваться горьким мыслям или остро переживать каждую неудачу. Такой груз непосилен для человека. Просто необходимо забываться в разумном труде, а не в пустом смехе. Разные есть люди, и для тех, кто замыкается в своем горе, бьется в печали, словно в плену, труд тоже является единственным спасением. Не радуйтесь дурным поступкам людей. Вы увидели несчастье, и пусть ваш смех будет горьким. Горький смех всегда короток. Радуйтесь, когда человек совершает хорошее, благовидное дело, ибо вы увидели добрый пример. И насколько возрадуется этому ваша душа, настолько и продлится ваш смех. Не хочу воздавать хвалу всякому смеху,
Не вызывает, к примеру, одобрения смех притворный, который рождается не в груди, идет не от сердца, а лишь появляется на лице и кажется красивым и благозвучным. Человек приходит в жизнь с плачем, уходит ропща. Не зная, в чем счастье, люди не ценят дарованную им жизнь и приводят ее в унизительных ссорах, взаимных преследованиях и никчемном соперничестве друг с другом. Переводят жизнь в пустые хлопоты, а когда ударяет срок, готовы отдать все нажитое ради того, чтобы продлить ее хотя бы на один день. Удел бездарного существа – полагаться на плоды хитрости, попрошайничества и корыстолюбия. Человеку же, который трудится, уповая на помощь Аллаха и веря в свои силы, воздаст самая скудная земля. 1890 год. Пятое слово. Человеку трудно владеть собой, когда грудь полна печали. Она изнуряет тело, иссушает душу, изливается слезами из глаз и словами из уст. Я видел казахов, которые умоляли: «О Аллах, сделай нас беззаботными, как младенцев». При этом хотят сказать, что они разумнее детей, что им дело до всего, что творится в мире, и они безмерно страдают от неустроенности жизни. О горе их можно узнать всего лишь по нескольким пословицам. Вот они. Если жить тебе полдня, запасись едой на день. Бедному и родной отец в тягость. Скот сидит в печени у человека. У имущего лик светел, темен он у нищего. Храбрец и волк сыты в пути. Добро удальца в народе, когда хочет, тогда и возьмет. Умеющему дать взятку не страшен и ад. Рука берущая умеет и отдавать. Прав тот, кто владеет добычей. Если богач отвернется, то и Аллах не поможет. Если голоден, торопись к дому, где дают поминки. Не живи у озера мертвого, избегай народа немилосердного. О чем говорят эти пословицы? Разве говорится в них о мире, науке, знаниях и справедливости? Нет. Зато по ним можно получить представление о том, что казахи не умеют честным путем наживать богатство. Стараются обвести вокруг пальца имущих. Если же не получается, готовы рвать ворот друг другу. Кто уверен, что из-за скота подобные люди не обворуют даже родного отца? Так чем же взрослый умнее младенца? Ребенок боится огня, а взрослому выходит не страшна и божья кара. Дети, когда им стыдно, готовы провалиться сквозь землю, а взрослые, оказывается, в такие минуты даже глаз не прячут. Более того, они способны тут же отречься от тебя, если ты хоть в малости не будешь соответствовать их представлениям о жизни. И это мой народ, к сердцу которого мы еще ищем тропу. – 1890 год. Шестое слово. У казахов бытует пословица: «Единение – это верх искусства, а существование – основа достатка». Но казахи не ведают, что такое единение и когда рождается согласие. Они полагают, что единство – это общность имени, пищи, одежды, достояния. Но если так, то какая польза от богатства и какой вред от бедности? Выходит, ты можешь бездельничать, покуда у тебя имеются состоятельные родичи. Если у тебя достаток, с тобой охотно объединяются не только родичи, но и чужаки, иноверцы. И тогда люди перестанут искать хлеба на стороне, зарабатывать сами, зато начнут соперничать, оттирать друг друга от дармового куска. Когда пахнет первой неудачей, забудут Аллаха и честь, станут выпячивать свои заслуги и права, а потом и обманывать друг друга. Какое же это единство? Нет, людьми должна двигать общность мысли, направленная на благо, а не тяготение к общему добру. Возможно, единство разума, а не достояние. Существование – основа достатка. Уточним, что такое существование. Плотская жизнь, та, что называется жизнью в теле и обусловлена едой и усвоением пищи, но такая жизнь дана и собаке. Может быть, речь идет о бытие, но оно превращает человека в животолюбца, заставляя пуще всего бояться смерти.
ставить на путь тяжкого греха. Спасая свою жизнь, он будет готов бежать от врага и получить славу предателя, избегая труда, стать лентяем. Качества духовные – вот что главное в человеческой жизни. Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека. Тогда и труд его становится сродни искусству, и достаток уместен. Есть такие стихи. «Лишь тунеядец и нахал, готовый пищи рад всегда, хоть с виду ловок, мразь душой, ведь жить привык он без стыда. Лучше принять смерть, ниспосланную Аллахом, чем волочить такое существование». 1890 год. 7 слово. С самого рождения жизнь ребенка складывается из двух различных побуждений. Одно – это потребность есть, пить и спать, без чего тело ребенка не может стать приютом души, не будет расти и крепнуть. Второе – желание все знать. Дитя стремится ко всему, что видят глаза и слышат уши, тянется к блестящему предмету, пробует его на ощупь и на вкус, ищет сближение с добром или свирелью, услышав их необычные звуки. Ищет сближение с домброй или свирелью, услышав их необычные звуки. Подросший, он интересуется уже абсолютно всем. Услышит ли лай собаки или звуки вечернего аула, смех или плач людей. Ребенок становится беспокойным. Что это такое? Почему так получается? Зачем это делают? От вопросов ребенка теряют покой взрослые. Человек утверждается на земле, постигая тайны явлений природы или делая определенные предположения на этот счет. Это отличает его от животного, выдает его душу, говорит о разделении разума и воли. Но почему, вырастая, мы теряем это высокое стремление познавать мир? Почему мы точно так же, как в детстве, не забываем о еде и сне, когда встречаемся с чем-то неизвестным? Почему не идем за теми, кто создает науку и открывает неведомое? Мы должны были расширять свой кругозор, умножать сокровища с неимоверным трудом, накопленные на первых порах жизни. Жажда знаний владела нами, и надо было все остальное тоже подчинить высоким порывам души. Но мы не смогли этого сделать. Мы шумели и галдели, словно воронье, и не пошли дальше аульных расприй. Мы приземлили наши души, перестали верить нашему чувству. Странно довольствовались созерцанием, не вникая в сущность явлений. Оправдывались тем, что с другими, жившими подобно нам, не случилось еще ничего страшного. Со временем на разумные укоры у нас появились готовые доводы. Твой разум для тебя, а мой для меня. Чем быть богатым, чужим умом, лучше быть бедным, но своим умишком. Сводили все к тому, что в жизни все предопределено, и в ней каждому свое. В груди не стало тепла, а в сердце веры. И далекие дни детства представляются сейчас еще более прекрасными. Только было утро, и мы были детьми людей и стремились познать окружающее. Теперь мы взрослые, но чем мы лучше животных, которые видят мир и не понимают его? Мы тоже ничего не знаем, однако дорожим своим невежеством. Мы любим жить, но деремся друг с другом и обнажаем для ударов свои вены. 1890 год. 8 слово. Кто из нас способен последовать мудрому совету? Кто готов прислушаться к наставлениям? Бии и волосные глухи. Они бы не стремились к власти, если бы ценили мудрость и хотели набраться ума-разума. Наоборот, они считают себя верхом совершенства и пришли к власти потому, что вправе учить других. Разве могут такие люди позволить себе прислушаться к советам других? Да и где они выкроют для этого время? Положение обязывает их не попадать в просак перед начальством, не обострять отношения с аульными смутьянами, не допускать в народе брожения, и всегда надо кому-то покровительствовать, постоянно кого-то выручать, а кого-то и бросать в ежовые рукавицы. Разве это легко? Нет. Избранники народа слишком заняты. Богачи считают себя владыками по меньшей мере половины мира. По их мнению,
Пусть богатство дано на день, но все в полуденном мире можно успеть купить за него. Взгляд их не опускается на землю, помыслы витают еще выше. Честь, разум, наука, знания для них не дороже скота. Даже Всевышнего, полагают они, можно соблазнить дарами. Скот заменил им веру, народ родных и близких, совесть и чувство достоинства. Разве прислушаются к добрым советам подобные люди? Да и где им найти на это время? Нужно пасти и поить стада, а для этого надо подобрать толковых работников. Нужно постоянно заботиться о том, чтобы уберечь скот от лиходеев, волков и непогоды. Выгодно продать его. Хлопот полон рот, а ведь нужно успеть еще и похвастаться. Нет, и богачам не досуг отвлекаться на нравоучительные беседы. И, конечно, не прислушиваются к твоим словам воры, злодеи и мошенники. Остаются бедняки, которые еле сводят концы с концами. Но как будешь досаждать им необходимостью овладевать знаниями и заниматься наукой, когда они видят великий пример мудрости волосных, биев и богачей? Не до высоких материй беднякам, ведь им и без того хватает печали и горя, с которыми не знакомы сильные мира сего. Вот мы и прочитали очередную главу книги. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее. Всем пока-пока.